Всем привет! Хороших универсальных геймпадов на рынке становится все больше, не в последнюю очередь за счет вездесущих заимствований тех или иных решений. Вот и компания Binbox не осталась в стороне и выпустила свой ультимативный Pro-контроллер с весьма адекватной, на мой взгляд, стоимостью, учитывая все возможности, о которых мы сейчас и поговорим. Поехали! Первым делом комплектация, и она довольно интересная. Кроме кабеля для зарядки и комплектного донгла для подключения к ПК, производитель положил комплект из пары сменных стиков. И если с одним из них все ясно и он отличается от стоковой длиной ножки для повышения точности, то второй смог удивить, ведь не имеет широкой площадки для пальца, к которой мы все так привыкли. С этими стиками геймпад больше походит на те контроллеры, которые обычно используются для управления дронами. Необычное решение и наверняка кому-то зайдет. Внешний вид с первого взгляда довольно типичный и вдохновлен геймпадами Microsoft. Но материалы тут куда приятнее, грипсы, например, целиком прорезинены. Плюс их форма куда удачнее, чем у контроллеров для Xbox. Они не сужаются к краю корпуса, а наоборот полнеют, отчего удобство хвата только повышается. Передняя часть выполнена из матового пластика, единственный минус которого — он безумно сильно грязнится. От пальцев на нем остаются жирные отпечатки и протирать его придется часто. Зато по тактильным ощущениям все так же ок. И только после включения обращает на себя внимание очень качественная RGB подсветка, элегантно дополняющая внешний вид. Сзади корпус оформлен уже из обычного пластика, но главным образом обращает на себя внимание съемная крышка, под которой прячется и фирменный аккумулятор на 1000 мАч. На его место можно поставить и обычные батарейки размера 2А. Решение аналогично подсмотренное у Microsoft, с той лишь разницей, что там аккумулятор в комплект не входит и стоит, мягко говоря, дорого. При этом его срок работы, дай бог, достигнет пары лет. У меня, например, он вышел из строя спустя 1,5 года службы. Сзади, рядом с грипсами, расположены и две дополнительные программируемые кнопки. Уже стандарт для большинства геймпадов. А вот еще две кнопки притаились между бампером и триггером с каждой из сторон. Ну а их настройки и вообще в целом об особенностях и дополнительных функциях мы поговорим чуть позже. Снизу на геймпаде расположен переключатель режимов подключений. Первый режим S для Nintendo Switch. Для подключения к консоли нужно зайти в меню изменения значений кнопок и перевести геймпад в режим Pairing с помощью удерживания соответствующей кнопки на корпусе, расположенной рядом с переключателем. Приставкой распознается контроллер как родная прошка, обеспечивая абсолютно аналогичный игровой опыт, включая возможность пробуждения консоли из сна, а также использование гироскопа. При подключении в этом режиме к ПК можно и полноценно играть в игры Wii U с использованием эмулятора, пользуясь гироскопом в том числе. Это уже традиционные возможности большинства геймпадов на рынке. Режим V используется для подключения по Bluetooth к Android-устройствам, Steam Deck и, конечно, ПК. При тесте планшета Huawei я успешно поиграл и на эмуляторе PS2 с помощью Binbox Ultra Pro. DS с использованием комплектного донгла для подключения к Steam Deck и ПК. В данном случае при первом подключении необходимо будет зажать единственную кнопку Pairing еще и на донгле. И, наконец, I для macOS. С кнопкой включения тут не ошибиться, она с логотипом компании и используется также и для выключения, для этого ее нужно будет просто удерживать подольше. Перейдем же к качеству исполнения основных элементов. Стики используют датчики Hall, которые крепко закрепились на рынке геймпадов. Как итог, более точное позиционирование и отсутствие дрифта. От центра до края каждый джойстик имеет 128 промежуточных значений по показаниям приложения JoyTester, и эти данные подтверждаются веб-тестом, где минимальное отклонение равно 78 десятитысячных. На начало 2024 года это уже довольно стыдный показатель, тем более при прямом сравнении с Flydigi Vader 3 Pro, где их около 1000. Также Binbox проигрывает и самими стиками. Их ножка не имеет металлической окантовки, отчего при крайних положениях стик не так плавно скользит по окружности. Но хотя бы привязки к осям стики не имеют, за что мысленно ставим плюсик геймпаду. Сзади на корпусе есть 3 переключателя. Центральный отвечает за мертвую зону. При ее включении геймпад теряет 1 шаг отклонения, зато парковка стиков при этом будет всегда на нуле, плюс-минус небольшой процент ошибки позиционирования. В тесте описания круга стики демонстрируют около 11% ошибок. Типичный показатель для большинства геймпадов. D-пад 8-позиционный с характерными кликами, весьма удобный, но дальнейшую оценку я зарекся делать, так как если я скажу, что крестовина подходит под файтинги, обязательно найдется комментатор со стажем в этом жанре игр и опровергнет мои слова, поэтому ограничусь лишь субъективной оценкой. D-пад удобный, имха. Основной блок кнопок механический, причем нажатие достаточно упругое, случайно нажать на кнопку невозможно. Кнопки у геймпада от Xbox воспринимаются какими-то дешевыми и некачественными. Многих разве что может смутить, что основная раскладка, нанесенная на сами кнопки, от свитча. Однако типичное обозначение от Xbox контроллера тут тоже есть, стоит лишь присмотреться.
Недалеко от основных элементов можно заметить и кнопку управления подсветкой. При одинарном нажатии она переключает цвет, при двойном заставляет диоды переливаться всеми возможными цветами. При следующем двойном рассинхронизирует левую и правую части геймпада по части подсветки. И наконец еще одно двойное нажатие отключает подсветку вовсе. Как я уже и сказал в начале, выглядит на данном геймпаде это решение не вычурно и очень красиво. Зажатием же указанной клавиши можно задать один из 3 уровней яркости. Наконец рассмотрим и прочие возможности. Первый плюс – все настройки выполняются непосредственно на геймпаде. Никакого дополнительного софта никуда ставить не нужно. Итак, по порядку. Первый переключатель, расположенный сзади на корпусе, перманентно включает или отключает маппинг гироскопа на правый стик. С одной стороны, в таком случае можно будет использовать гиры в играх на ПК. С другой, в тех же FlyDigi гиры задействуются при нажатии или зажатии той или иной кнопки, которую можно задать в фирменном приложении для настройки. Играть с постоянно включенным гироскопом – такая себе затея, если честно. Следующий тумблер мы уже разбирали при тесте стиков, и я лишь напомню, что используется он для включения или отключения мертвой зоны. Наконец, последний отвечает за режимы работы триггеров, позволяя их сделать либо аналоговыми, либо цифровыми. В цифровом режиме даже легкое нажатие будет регистрироваться устройством как полный зажим триггера. Для шутеров самое то. Для гонок, естественно, нужно пользоваться аналоговым режимом. Чуть ниже тумблеров расположены кнопки. Первая отвечает за вибро. Я не слишком люблю сильную виброотдачу и, пользуясь случаем, снизил ее до минимального уровня. Хотя сами вибромоторы я похвалю, ощущения дешевизны тут нет. Следом кнопка M, которая используется для маппинга дополнительных кнопок. Маппинг в данном случае возможен не одной кнопки, а даже комбинации и последовательности нажатия всех кнопок и даже перемещения стиков. При этом настройка очень простая. Удерживаем M и нажимаем на доп кнопку. Вибрация геймпада подтвердит, что вы попали в режим маппинга. Нажимаем нужную кнопку, либо задаем последовательности нажатий и нажимаем кнопку M еще раз. Вуаля, все готово. Наконец, последняя кнопка отвечает за турборежим, при котором геймпад будет нещадно спамить зажатую кнопку программно с частотой 10 кликов в секунду. Опять же, работает для всех кнопок, включая и дополнительные. Для включения турбо нужно одновременно зажать кнопку T и выбранную вами кнопку. Для отключения повторить процедуру. Для сброса геймпада в стандартную конфигурацию нужно долго удерживать кнопку Pairing. Наконец, подведем итоги. Я похвалю геймпад за внешний вид и качество материалов, а также за возможность настройки на лету, без какого-либо софта, используя только комбинации кнопок на контроллере. В минусы же запишу довольно средние показатели по точности стиков, ведь в 2024 году хотелось бы увидеть хотя бы 256 промежуточных значений от центра до края. Да и ножки стиков тоже могли бы иметь металлическое кольцо для более плавного обскольжения стика по кругу или дуге при максимальных отклонениях. В остальном для обычного геймера Beanbog Ultra Pro будет хорош буквально во всем, тем более учитывая его возможность подключения к большинству систем, включая консоль Nintendo. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь и ставьте лайк, ведь впереди нас ждет много интересного.